нафига я это делаю, я, честно говоря, пока сам не пойму. Всем привет! Данный фонарик мне понравился сразу же после релиза. Несмотря на то, что скидки давали, естественно, сразу, доставка в 10 евро меня немножко смутила. Поэтому я подождал, когда на Али станет хорошая цена, и заказал, естественно, с Али 21,50 евро с доставочкой. Что за фонарик? А давайте посмотрим. На удивление качественная упаковка. Так, это нам уже не нужно, а вот это вот будет нужно. Упаковка классическая, как для Вубена. Получилось помять данную коробочку. Это Вубен G5. После того, как я его увидел, я его сразу же захотел заказать. Почему? Да потому что, во-первых, вращающаяся головка, регулировка света путем механических манипуляций, удобное включение-выключение, клипса бегает туда-сюда. Но самое интересное, основной светодиод может менять в пределах от 2 люмен до 400 свое свечение просто вращением колесика. Блин, только ради этого стоит заказать данный фонарик. А вот так вот вскрываем. Открываем. Внутри вот такая вот красивая, кстати, реально прикольная коробочка. Даже удивлен. Вот так вот все красиво открывается. Красиво достается. Смотрим комплект. Зарядный кабель. И вот такая вот громадная инструкция. И если вдруг вы не разберетесь. Испанский, немецкий, опять китайский или японский. И английский. Это уже хорошо. Весит фонарик 52,3 грамма. Светит на 82 метра. Вес мы проверим. А вот 82 метра, наверное, измерить не сможем. IP68 не верится, но вот здесь написано, все должно работать. Давно ищу достойную замену моему фонарику Trustfire Minix. Я надеюсь, это будет он. И пока он меня радует. Я думал, он будет больше. Нет, он нормального размера. Так как руки у всех разные, а вот измеритель не соврет. 62 мм высота и 13 мм ширина. Довольно компактный фонарик. Кстати, покрытие мне уже нравится. Оно похоже на настоящее, потому что зачастую бывает не покрытие, а в общем-то обычная краска. Итак, что меня интересовало, это как вращается вот эта вот голова. Класс. Голова вращается со щелчком приятным. На ней есть даже вот такой вот радиатор. Причем не бутафорский, а реально он может излучать тепло. У нас есть вот такой вот переключатель. Офигенский переключатель. И, кстати, насчет IP68. По идее, вот этот вот зарядный порт должен быть защищен. Иначе вот эта штука, она ни от чего не защищает. Она в основном нужна для того, чтобы переводить режимы. Внизу у нас есть магнит. Проверяем. Магнит крепкий. И еще одна фишка, которую давайте сразу же проверим. Это вот эта вот клипса. Вообще фишка с вот этой вот клипсой, на мой взгляд, очень интересная, потому что вы можете просто закрепить это все дело на кепку и пользоваться, например, на рыбалке, на прогулках. Теперь давайте посмотрим, что у нас с отражателями. Отражатели пластиковые, даже это не апельсиновая корка, не знаю, как это назвать, но выглядит неплохо. Давайте проверим, как это все дело светит. Итак, пробуем включить. И, естественно, у нас это не получается, потому что стоит блокировка. На мой взгляд, это лучшая блокировка, потому что она механическая. Не надо 2 раза клацнул, долго нажал, 5 раз нажал, клац, все заблокировано. Итак, включаем. Итак, мы можем регулировать от 2 люмен до 400. Регулировка довольно-таки понятная. Когда мы доходим до максимума, идет мигание. Пока не забыл, давайте взвесим фонарик. 53,8 грамма. Для того, чтобы перейти в режим RGB, включаем фонарик, нажимаем еще раз, и вот мы перешли в этот режим. Вращаем колесико, выбираем нужный вам цвет. Фонарик обладает памятью. Я выключил в режиме фиолетового цвета, включаю, он включается, естественно, в том же режиме. При хорошем освещении, естественно, 10 люмен это ни о чем. Вот таким образом светит зеленый свет, голубой, синий, хрен знает какой, красный, оранжево какой-то. И вот имитация желтого. Но если вы посмотрите, вы очень хорошо увидите, насколько цвета, кроме зеленого и синего, они грязные. Вот даже здесь, видите, есть и зеленый цвет, и синий. Это голубой. Вот здесь вот чистый цвет. Вот здесь вот синий-красный. Красный чистый цвет. И вот это вообще жуть какая-то. Здесь чуть-чуть зеленого, чуть-чуть красного.
Здесь чуть-чуть красного, чуть-чуть зеленого, даже больше зеленого. Ну и вот нормальный зеленый цвет. В общем, вы поняли, все цвета, кроме трех, они на самом деле при свечении на белую поверхность очень печально выглядят. Двойным нажатием мы переходим в режим вот такой вот мигалки. Это можете поставить себя, к примеру, на велосипед. Если вам нужно резко выключить фонарик, можно перевести в любой режим. В режим блокировки, либо же в режим зарядки, фонарик при этом выключается. Мне не дает покоя вот это вот крепление нижнее, явно для чего-то оно предназначено. Естественно, это не ласточкин хвост и не прочие крепления на оружие, потому что, ну, зачем крепить фонарик с таким количеством подвижных деталей, но куда-то же он крепится, кто знает, напишите, пока не совсем понимаю зачем, но это явно для крепления, иначе смысла в этих прорезях я абсолютно не вижу. Сейчас я пойду немножечко попользуюсь данным фонариком и далее мы проверим, удобно ли его крепить, к примеру, на карман, удобно ли его крепить на кепку и, естественно, каким образом он светит ночью. Few days later. Итак, я попользовался данным фонариком несколько дней и у меня созрели вот такие вот выводы. Во-первых, без темляка пользоваться им абсолютно неудобно. Также можно пользоваться вот такой вот штукой. А вот такие карабинчики мне нравятся. Сюда я его не цеплял, потому что вовремя нашел темляк и там не совсем удобно цеплять эти вот карабинчики. Если у вас фонарик такого размера, то, не знаю, на мой взгляд, это самый удобный вариант. Вот так вот на палец одели. Можно на джинсы зацепить, у меня обычно висят они на джинсах, вот, либо же на карабинчик, но вот без этого, честно говоря, пользоваться такого размера девайсами меня напрягает. Как вы видите, фирменный вот такой вот темлячок, а появился он откуда? А вот с такого Wubin E7. Как видите, формы похожи, формы странные на самом деле, они нравятся только тем, кому они нравятся. То есть, если вам такой техностиль нравится, то фонарик вам зайдет. На самом деле, особого смысла в этих всех изгибах я не вижу, потому что начнем, наверное, все-таки с клипса. Видите, вот здесь вот, если приблизить, уже есть небольшие затертости. Это я буквально первые несколько раз неправильно открывал клипс. Вот так вот нужно оттянуть, перевернуть. А назад, я думал, можно просто заклацнуть. Нет, надо тоже оттянуть и заклацнуть. Иначе вы внутренней стороной зацепляетесь вот за эти выступы. И, естественно, анодировка вся стирается, в общем-то, с алюминием, на который она нанесена. Далее, здесь есть около 8 режимов свечения. От 2 люмен до 400. В режиме 400 люмен светит он около минуты, довольно сильно нагревается и, естественно, переходит в режим 200 люмен, в котором он светит около 50 минут. Удобнее ли этим пользоваться, чем кнопками? Как оказалось, нет. Это прикольно, да, мне его просто нравится покрутить, но когда вам нужно быстро, то, к сожалению, не лучший вариант, как оказывается. Про блокировочку. Блокировка, я не знаю, почему люди жаловались. Вот с этим вопросов никаких. В этом режиме он работает, в этом не работает. А вот в режиме зарядки он тоже работает. То есть режим блокировки 1 и 2 режима получается положения этой заслонки. При двойном нажатии мы переходим в максимальный режим 400 люмен. И вот в таком режиме удобно пользоваться. То есть вы включили на какой-то заранее выбранный режим и при необходимости можно быстро перейти в максимальный режим. А вот это вот кручение, сейчас я вам покажу, вы поймете. Минимальный режим, он же 2 люмена, и переходит далее. Честно говоря, не знаю сколько люмен, производитель не указывает, но где-то 20-30 это минимум. И далее вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В конце вообще не видно практически, как добавляются люмины. Вот в конце он мигает, то есть 400 люмен. Крутим назад и еще раз мигает, это 2 люмина. Нагревается практически за 5-10 секунд. И, естественно, больше минуты он в режиме 400 не просветит, но 200 люмен тоже неплохо. Но учитывайте, что если вам нужно, так как указано в описании, 400 люмен 50 минут, к сожалению, он так не умеет. Умеет светить 1 минуту. Мигалка включается двойным нажатием. И также двойным нажатием мы переходим красный-синий, красный-зеленый, мне кажется, самый яркий, и красный вот непонятно какой. А все почему? Потому что всего цветов разных 3. Зачем сделали третий вариант с этим непонятным цветом, мне непонятно. Красный-синий, красный-зеленый вполне себе достаточно. Про магнит я уже говорил, к магниту претензий никаких, крепко держится. Сделали поверхность не металлическую, а пластиковую, на мой взгляд, это хорошо, она не царапается и держится, в общем-то, хорошо. При сдвигании также царапин никаких не делает ни себе, как говорится, ни людям. Спросите, как он светит ночью? Смотрим.
Яркости вполне себе достаточно для того, чтобы осветить все вокруг, тем более, когда 400 люмен он выдает. Единственное, это будет всего лишь 1 минуту, но тем не менее этого вполне себе хватит. Но этого вам хватит, чтобы осветить все вокруг. То есть, естественно, дальнобойным его никак не назовешь, но вполне себе хватает для ежедневного пользования. Кнопка вот эта удобная, она мне нравится, она металлическая, в меру тугая. Также я говорил, что возможно удобно его крепить к кепке. Итак, вот максимально рыбацкая кепка. Делаем раз, делаем два и пробуем закрепить. Это у нас получается, держится он крепко. Естественно, можете направлять туда, куда вам нужно свет. Носить на кармане, сами понимаете, можно за клипсу, но если у вас карман толстый, к примеру, как козырек этой кепки, то вот до сюда погружается. На джинсы, в принципе, садится полностью. Выглядит это вот так. Вот таким образом он держится снаружи кармана. Ну, вы поняли, для того, чтобы быстро посадить, нужна привычка. А вот таким образом он держится внутри кармана. И самый удобный вариант – это вот такой вот карман. На мой взгляд, это лучшее решение. Напоминаю, закрыть клипсу, оттянули, закрыли. И если вы просто пробуете провернуть, царапаете и, естественно, немножечко вид портится. Вот таким образом выглядит данный фонарик на природе. Кстати, очень неплохо он сочетается. Футуристические формы с каким-нибудь ржавым металлом и прочим. Мне, в общем, понравилось. Заменил ли он вот этот фонарик, мой Trustfire Minix? Пока, к сожалению, нет. То есть зимой да, а летом, к сожалению, размер, сами видите, совершенно разный. Если я вот это вот вешаю себе, к примеру, на шорты, на джинсовые, я его вообще не замечаю. Когда я ложу данный фонарик, я его замечаю. Это, конечно, все терпимо, но не максимально удобно. Хотя вот в качестве прикольного светильника, там зеленым подсветить, синим, красным, я им пользуюсь. Возможно, попробую пользоваться, если буду идти на рыбалку. Там он, в общем-то, будет удобен. Хотя вот меня напрягает вот эта небольшая клавиша. И когда у вас грязные руки, все это дело потом отмывать, конечно же, не хотелось бы. Но он не боится воды. Не верите? Проверяем. Маленькому кораблю маленькое плавание. Нафига я это делаю, я, честно говоря, пока сам не пойму. Но, как показывают обзорщики, и, собственно, я его тоже немножечко водой промывал, а вода ему не страшна. Так что для рыбалки, конечно, и во время дождя очень прикольный фонарик. Ну и если вам нужно ванную подсветить вот таким вот зеленым светом, тоже, я думаю, подойдет. На этой мокрой ноте будем заканчивать. За 21 евро данный фонарик, на мой взгляд, отличный выбор. Категорически рекомендую, если вам нравятся его формы.